Гель-концентрат с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой. Серия интенсив, то есть серия препаратов интенсивного действия. Один из хитов, можно сказать, нашей линейки. Это лидер для аппаратных процедур форетического воздействия, то есть это ультрафонофорез, это лазерная терапия, это терапия при помощи гальванического тока, то есть ионофорез, это электропорация. Всеми этими способами, форезами, можно вводить низкомолекулярную гиалуроновую кислоту. Размер молекулы низкомолекулярной гиалуроновой кислоты позволяет проникать ей через эпидермальный барьер. Основная масса гиалуроновой кислоты, конечно же, внедряется в глубокие слои кожи, используя пути наименьшего сопротивления, то есть через выводные протоки сальных, потовых желез, волосяные фолликулы. При этом помогают ей физические факторы аппаратные, да, ультразвук или электрический ток или низкоэнергетический лазер. И, соответственно, этот препарат депонируется, например, в дерме, в глубоких слоях эпидермиса, то есть на уровне базальной мембраны, зернистом слое, и восполняет недостаток собственной гиалуроновой кислоты и обладает свойством стимулировать выработку вот этой эндогенной гиалуроновой кислоты, то есть нашей собственной. Благодаря тому, что целиковую молекулу низкомолекулярной гиалуроновой кислоты может распознать фермент гиалуронидаза, соответственно, когда он начинает ее уничтожать, организм понимает, что гиалуроновая кислота уничтожается, надо вырабатывать собственную, что он, собственно, и делает. А если изначально гиалуроновой кислоты был так называемый функциональный дефицит, и гиалуронидазе уничтожать было нечего, то, собственно, вот эта вот связь центральной нервной системой была нарушена, да, то есть организм не понимал, что надо вырабатывать собственные побольше. Вот таким образом, собственно, стимулирующее действие низкомолекулярной гиалуроновой кислоты оказывается аналогично, как при инъекционной мезотерапии. Препарат с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой содержит 2% данной кислоты, размер молекулы порядка 150 килодальтон. И он является идеальным для проведения очень популярной сейчас процедуры, это лазерной биоревитализации. Когда мы наносим на кожу гель с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой и обрабатываем поверхность низкоэнергетическим лазером. Таким образом, в кожу проникает сама гиалуроновая кислота, плюс лазер оказывает стимулирующее воздействие на клетки кожи, на сосуды, на лимфатические сосуды, и таким образом получается выраженный очень омолаживающий эффект, опять-таки похожий на инъекционный вариант биоревитализации. Гель-концентрат может использоваться и в домашнем уходе, естественно, для всех типов кожи, включая чувствительную гиалуроновую кислоту, это родственный кожи компонент, не вызывает никаких негативных реакций, быстро восстанавливает уровень увлажненности. В домашнем уходе применяется достаточно редко, потому что в основном для аппаратных воздействий, но есть формат небольшой, если кожа очень сильно обезвожена, то есть окно проводимости кожи, как правило, у обезвоженной, пересушенной кожи больше, чем в норме, да, и поэтому низкомолекулярная гиалуроновая кислота может проникнуть, внедриться в такую кожу даже без использования аппаратов. Поэтому для такого кратковременного интенсивного курса можно использовать низкомолекулярную гиалуроновую кислоту и дома. Единственное, надо понимать, что как только уровень увлажненности хотя бы немножко восстанавливается, она уже без использования аппаратов не проникнет сильно глубоко, будет давать ощущение такой небольшой пленочки. Хотя многим это нравится, такой дополнительный эффект лифтинга еще дает. Поэтому, в принципе, основное ее применение для кабинетных уходов, но можно применять и дома. В принципе, если мы дома хотим как заместительную терапию использовать гиалуроновую кислоту, ее активные формы, то у нас для этого есть другие препараты еще. Это сыворотка интенсив омоложения с ультрамолекулярной гиалуроновой кислотой, которая еще меньше размером гораздо, чем низкомолекулярная. И, например, сыворотка 3D увлажнения, которая содержит все три вида гиалуроновой кислоты, ультра, низко и высокомолекулярной. Поэтому можно сделать такой вывод, что низкомолекулярная гиалуроновая кислота в виде геля-концентрата идеально для любых аппаратных воздействий, обладающих
форетической направленностью, да, то есть форезов, не имеет особого смысла применять ее в стимулирующих процедурах, потому что лучше ее, конечно, ввести поглубже форезами, да, чем просто положить на кожу и сделать, например, микротоковую терапию. Если мы делаем, например, микротоковую терапию, лучше взять хорошо электропроводный гель, например, гель тонизирующий. Он дешевле значительно будет стоить сделать эту процедуру, а низкомолекулярный гель-концентрат использовать все-таки или для форезов, или хотя бы под альгинат, как активное средство уже в завершении процедуры. Вот такой вот гель-концентрат с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой из интенсивной серии.